Приехал я на эту фасилити, где надо разгрузиться. Долго с мужиком выясняли там, куда мне ехать вообще, какие ворота. И в итоге пришли к тому, что вот сюда надо приехать мне. Сказал, сейчас ворота открою тебе, не парься. Что-то у них тут сложно как-то с распределением. На той стороне, короче, какие-то одни чуваки сидят. На этой стороне какие-то другие чуваки сидят. Все работают в одной конторе, но люди разные. О, ворота открываются. Шикардосно. Теперь еще надо найти, куда ехать, где разгружаться. Где этот Джон Смит? Видите, какой-то склад тут у них. Какие-то прицепы. Так, я вижу шиппинг. Ха-ха, я вижу шиппинг. Вижу слово шиппинг, еду туда. Увидел слово шиппинг, поехал. Все. Так, John H. Carter Company. Вот, пожалуйста. Valve Service. Так, какие-то ребята ходят тут непонятные. Чего ходят тут? Доброе утро, мать вашу. Привет, как дела? У меня для вас доставка. Видишь вот ту гребаную дверь, езжай прямо туда, и какой-нибудь Джонни примет у тебя твой гребаный товар. Ого, смотрите, как у них тут интересно. Задвижки разные. И по дням недели расположены. Насосы какие-то. А нет, это задвижки, все. Интересненько у них тут работа происходит. Надо узнать, чем они тут занимаются. Я так понял, какой-то сервис задвижек они делают. Любопытненько. Сколько миллионов они тут получают, тысяч. Сколько тысяч миллионов они тут получают за свою работу. Так, ладненько, я пойду разгружаться. Вторник, между прочим, друзья мои. И я нахожусь в Луизиана. Да, по-моему, Луизиана. Разгрузился вчера, в вечеру уже. Какой вечеру? Поутру, можно сказать, 5 утра. Разгрузился, поехал на ближайший Макдональдс и лег спать. Никаких грузов не выходило, за исключением там, ну, буквально нескольких. Какой-то в локации туда-обратно на Вест, на Техас, еще куда-то. Я сказал, не поеду. Вот. Ну и больше ничего и не выходило. Вышел тут сейчас только что груз на Флориду, но это куда-то на север Флориды, прям самое начало штата. Короче, ни о чем. И самое это ужасное, что я готов был его забрать, но загрузка завтра утром в 6 утра. Ждать до завтра я не хочу. Сейчас вечер настанет. С диспетчером переговорил. Он говорит, день сиди, а потом уж езжай. Поэтому вечер настанет, я поеду. До Флориды доеду, может быть, в Джексонвилле где-нибудь там переночую. И, может быть, локал какой-нибудь возьму, до Майамки доеду. Хочу домой, все. Надоело, устал, не хочу, и все такое прочее. Вот. С Андреем Филиным сейчас переписывались. Что говорю, как вообще там, где пацаны все такое. Так бы рассказал в двух словах. Он говорит, давай приезжай в гости, поболтаем. Вот надо. Сидит у меня в голове, в карте. Вот поеду куда-нибудь, обязательно заеду. Что-то случилось на дороге. Все обещают, что там происходит. Из-за этого пробка. Не можете столкнуть свой говно. Черненькие, беленькие, врезалась в черненьких. Из-за этого пробка. И дальше еще пробка. Ладно, посмотрим. Блин, какая длинная пробка. Жесть. В Новом Орлеане проходят карнавалы. И у них тут такая тема популярная. Какие-то вот они грузовики наряжают. И в этих грузовиках сидят люди и ездят, короче говоря, веселятся. Вот, видите? Куда вот они поехали, интересно? На парад или уже едут с парада? Не ясненько. Видите, коп на мотоцикле. Интересное мероприятие, конечно. Вот история Нового Орлеана, города, где каждый уголок оживает собственными легендами, традициями и неожиданными событиями.
Начнем с исторических фактов, потому что именно они легли в основу этой удивительной палитры событий. Новый Орлеан был основан французскими колонистами в далеком 1718 году и назван в честь герцога Орлеанского. Так что можно сказать, что город был заложен с французским стилем и элегантностью, что и сейчас просматривается в его архитектуре и атмосфере. А какой праздник карнавала без участия Нового Орлеана? История Марди Гра уходит корнями в 1837 год, и с тех пор он стал одним из самых известных и живописных карнавалов в мире. Но не забываем о музыкальном наследии города, ведь Новый Орлеан — это колыбель джаза. Словно фабрика талантов, город породил множество великих музыкантов, таких как Луи Армстронг и Фэт Домино. От звуков кларнетов до мощных аккордов Новый Орлеан звучит как один большой джазовый фестиваль, который продолжается день за днем. Теперь переходим к забавным случаям из истории. Как вы думаете, что произойдет, если поставить два магазина головных уборов Бейлс и Кокрет на одной улице? Правильно, полномасштабная битва на улице Роял-стрит. Кидание шляпами и попытки выдавить друг друга из бизнеса – все это похоже на сцену из комедийного фильма. А что скажете про золото по тротуарам? Кто-то, кажется, забыл свои драгоценности в течение десятилетий? Неудивительно, что в Новом Орлеане даже тротуары могут хранить сокровища. Поговорим об известных личностях. Кто бы мог подумать, что Трюман Капоте и Луи Армстронг родились именно здесь? Видимо, город вдохновляет на совершение великих дел, будь то литературные произведения или музыкальная композиция. Но, конечно, не все в Новом Орлеане так позитивно. Ураган Катрина и дело о насилии семьи Глокер напоминают о том, что жизнь в городе может быть и трудной. Но Новый Орлеан — это не просто место, это целый мир, где история, музыка и культура смешиваются в уникальном коктейле. И каждый, кто в него попадает, чувствует себя как настоящим королем Марди Гра, готовым танцевать под музыку, что звучит в самом сердце этого удивительного города. Немного у меня заспанное лицо, но рядом с этим знаком улыбка так и растягивается, но все равно холодно. Ну что, друзья мои, вот уже и среда перевалила за экватор, 12 часов дня, да, даже больше, час, уже час. Никаких грузов нету, я не взял ничего, думал в Джексонвилле что-нибудь подберу. Был один грузик хороший, прямо как надо, но я был далеко, и, соответственно, естественно, мне его не отдали. Он был сам директ, ладно, ничего страшного. Я еду домой, настроение хорошее. Денег я на этой неделе заработал $400. И это прямо очень меня расстраивает, приводит меня в уныние. Плюс еще заплатил за страховку сейчас $1000. Это просто пипец. Ну, это первоначальный взнос, потом будет по $300 в месяц, как бы, окей. Еду я до понедельника. В понедельник надо уезжать на работу, потому что. Погодка. Вот заезжаешь во Флорайдушку и прямо 67 градусов, 68 градусов. И это я только в Джексонвилле. А ближе туда, на юг, там amazing. Я уже в шортиках, все как положено. Прямо печальная неделя, ужасная просто неделя. Ничего не поделаешь. Так бывает иногда. Сейчас звонил парень, тоже Егор. Тоже работает на Вене, говорит, в Лос-Анджелесе 3 дня сижу, полная же. Или пышных церемоний, видите, едут полицейские мотоциклеты, все в мигалках. Куда едут, непонятно. Мне осталось 137 миль до дома, это где-то 2 часа. Но еще надо заехать сегодня в Publix, купить цветы. 14 февраля. День, что там, Святого Валентина, всех влюбленных и так далее. Радовать! Сегодня буду жену радовать! Ну и сам радоваться. Что интересно, за процессия такая едет. Видите, полицейские. Еще полицейские. Мотоцикл у них, конечно, огонь вообще. Оборудованы всем, что нужно там. Всякие радары, шманары, хрен знает что. Машина шерифа. Это похороны.
Вот, видимо, хоронят какого-то полицейского. Видите, флагом накрыт. Родственники, все такое. Такие похоронные процессии я видел в каждом штате практически. Когда полицейских хоронят, они вот так вот едут колонной такой, полицейские сопровождают, полицейские закрывают. Достойно, очень достойно. Ну что, дорогие мои хорошие, я уже в 4 минутах от дома заехал, купил цветочки. Короче говоря, стыдно признаться, но там были цветы по $23 букеты, хорошие такие, красивые, мощные. Но $23 на 3 это $69 плюс налоги. Получается около $80. Я себе такого позволить не могу. Поэтому купил более дешевые букеты, но не менее красивые. Это к вопросу, сколько можно заработать на войне. Вот. Приходится экономить буквально во всем. Увы и ах. Так что, ну, к черту сопли. Важно не количество потраченных денег, а внимание. Я так считаю. Такое себе оправдание, но, в общем, вот. Все. Еду домой. Отдыхаем. Но завтра у нас есть кое-какие делишки. Надо поделать. Ну и смотрю локальные грузы. Дал диспетчеру задание, что если будет какие-то хорошие локалы, давай покатаем, чего бы и нет. Не знаю, будут ли не будут. Я с вами не прощаюсь, неделя еще не закончилась, так что мы с оптимизмом смотрим в будущее и отдыхаем. Несмотря ни на что, флорайдушка цветет и даже не пахнет. Птички поют, солнышко светит, рандевушка стоит. Ой, холодос надо еще убрать. Все, мы поехали. Так, Тяночку отправил учиться. Сам заехал в местный Macy's, тот же Apple, тот же Container Store. В Америке есть целая сеть магазинов, которая называется Container Store. Просто продаются контейнеры. Какие угодно. Всяких видов. То есть для кухни, для гаража, вообще для всего. То есть любые контейнеры, какие хотите, можно купить. Видите, тут система хранения, все тут есть. Мне как раз нужна примерно вот такая где-то полочка. Сейчас посмотрю, если есть. Не полочка, мне нужна корзинка такая, металлическая. Дрангогошку, если найду, то прикуплю тут. Потому что в Walmart я смотрел, что-то нету. А тут, короче, есть всякие, какие хочешь. Вот, примерно что-то такое мне и надо. Вот, видите. Короче, целый магазин контейнеров. Видите, сразу купил полочку. И вот примастерил ее сюда. Сюда буду складывать всякие короче, все, всякую фигню сюда буду складывать. Вот. Может быть, еще сюда закрепить таким шурупиком, чтобы она не уходила никуда. Вот так она надежно, в принципе, висит. Такие вот дела. Container Store. Как вы видели, в Container Store я купил полочку, а в Apple я купил iPhone. Но это iPhone не мне, сразу скажу, что все скажут, вот, у нас принтера как хорошо зарабатывают. Нет, это меня попросили купить в Россию. Этот iPhone замечательный поедет в Россию, будет там тусоваться. Ну, а я поехал в сторону дома. Надо сделать ноги для дивана. Я только что чуть не взял груз, но не стал его брать, короче, в Калифорнию. Вот, по датам. Ну, там не то, что по датам, просто я не хотел ехать в Калифорнию, нафиг надо. В сраную Калифорнию ехать. А так, в общем-то, все еще пребываем в растерянности, так сказать. Что будет дальше? Жесть. Звонят со Сбербанка. Добрый день, вас приветствует Сбербанк. Мое имя Игнат. Чем могу быть полезен?
Здравствуйте, так что-то мне пришло сообщение, ну, какое-то, что типа там хотят номер мой сменить. Что-то я не понял, что происходит. Была подана заявка через ваш личный кабинет на смену контактного номера телефона в личном кабинете. Данную заявку вы подтверждаете? Нет. Так как данная заявка была подана через ваш личный кабинет, а данных действий вы не выполняли, есть вероятность того, что кто-то имеет доступ в ваш личный кабинет. Уточните, карты нашего банка вы не теряли? Нет. А документацию, такую как паспорт, либо договор с нашим банком? Нет. Не теряли. Нет. Смотрите, изначально данная заявка была подана через ваш личный кабинет, она была на рассмотрении, после чего поступил звонок на горячую линию банка, где была указана такая информация, как ваше кодовое слово. Вы могли его кому-нибудь озвучить? Нет, зачем? Что за бред? Ну, ваше кодовое слово было озвучено на горячую линию для подтверждения заявки на смену номера. Именно поэтому я запрашиваю вас, могли распространяться об этом или нет. Да нет, конечно. Что... На данный момент, так как вы не выполняли ни одного из данных действий, я обязан зафиксировать факт мошенничества по отношению к вам. Уточните, вам знаком номер с окончанием 2107? 2107? Нет. Ну, не знаю, нет, наверное. Именно на данный номер происходила замена в вашем личном кабинете. Так как данный номер вам не знаком, я его блокирую. А ваш номер с окончанием 4640 я закрепляю за профилем. Все верно? Ну да. Это мой номер. Так он и был там. Я не понимаю, что происходит. Смотрите, в данный момент произошла замена вашего контактного номера телефона. То есть заменился ваш номер с окончанием 4640 на номер с окончанием 2107. А зачем? То есть мошенники, скорее всего, сейчас объясню. Мошенники, скорее всего, поменяли ваш номер телефона, чтобы вам смс и звонки от нашего банка не поступали. Вот так как был взломан ваш личный кабинет, следующее действие мошенника, скорее всего, будет попытки списания денежных средств, либо оформления на вас кредитования. Именно поэтому они сменили номер, чтобы вы об этом даже не узнали. Пипец. Ну, мы это сейчас предотвратили или что, я не понимаю? В данный момент мы просто заменили номер. Теперь все смс будут поступать к вам. И сейчас я направлю вам шаблонное смс-сообщение. Для перепроверки поступает ли вы снова вам смс от нашего банка. Вам просто нужно убедиться в его наличии. Содержимое никому не разглашайте. Так как это шаблонный смс, это просто не будет иметь смысла. Отправили? Да, я направил вам данный смс на номер с окончанием 4640. Так, ну пока нету. А, вот, да, пришло. Пришло. Поступило с официального номера 900, все верно? Да, все верно. Хорошо. Касаемо вашего кодового слова, вы мне сказали, что никому ему не озвучивали, а также договор с нашим банком не теряли. Все верно? Все верно. В случае есть вероятность того, что компрометация ваших персональных данных могла произойти напрямую из отделения банка, где вы вели или ведете обслуживание. Это неточная информация, ее перепроверит уже наша служба безопасности. Подскажите, вы понимаете, почему подозреваются сотрудники банка? Нет, не понимаю. Ну, я в Москве обслуживаюсь, на Сретенке. Что там, мошенники сидят? Что за бред? Смотрите, вы мне сказали, что кодовое слово самостоятельно никого не разглашали, также договор не теряли. Нет. Соответственно, если с вашей стороны распространение данной информации не происходило, подозревается вторая сторона, а именно сотрудники банка. Так как ваше кодовое слово, по идее, должны знать только вы, но некомпетентные сотрудники открыли договор о банковском обслуживании, который находится в банке, и узнали ваше кодовое слово, которое и было озвучено на горячую линию банка, где для подтверждения заявки на смену номера. Именно поэтому сейчас подозревают сотрудники банка. И что, такое часто бывает? Понятно? Да. Такое бывает? Вообще часто такое бывает? Или у меня какой-то уникальный случай? Это происходит не часто, но это довольно распространенная мошенническая схема среди сотрудников банка. Уроды, а? Пипец. И кому верить теперь? Ну, в данный момент, пока мы находимся на линии с банком, буквально все заявки на списание денежных средств, а также активное кредитование будут меняться в реальном времени, так как сейчас выполняется страховой звонок. Я оттуда ничего не списываю, я туда только деньги кладу, я там, ну, как бы я капитал там сохраняю. Там у меня там 3 миллиона лежит, что я их никуда не трачу. Там. Посмотрите, чтобы не было никаких списаний, потому что я ничего не покупаю с этой карты. С этого на счета. данный момент, так как подозреваются сотрудники банка, я обязан вас дополнительно проинформировать о том, что наш диалог записывается, и в силу вступает статья 183 УК РФ о неразглашении банковской, коммерческой и налоговой тайны. То есть вы не имеете права разглашать информацию третьим лицам, друзьям, родственникам, коллегам по работе до конца внутрибанковского расследования. Касаемо статьи, вам все понятно? Да. А что грозит за нее?
А что, ну, жене тоже не могу сказать, что за... Как так? Смотрите, вы не можете рассказать жене, так как для банка она является третьим лицом. То есть, понимаете, договор банк подписывал только с вами, а она не указана никак в вашем договоре о банковском обслуживании. То есть для банка она является третьим лицом. Именно поэтому сейчас данная статья распространяется на вас и не на банк. А может, это она слила информацию? Нет? Такого не может быть? Мы с ней тут, ну, поругались немножко и как... Если она именно... Ну, она, скажем так, она знала, конечно, о моих, ну, мы же вместе открывали этот счет, и, в общем-то, она тоже туда деньги складывала каким-то образом, но, в общем, как бы, я не хочу, конечно, ее подозревать, но, блин, такое может быть, как вы думаете? Как-то можно ее проверить? Все, слился чувак. Вот так вот, ребята. 3 миллиона мимо. Разметил, короче говоря, что нужно отпиливать. 6 брусков, 6 пластин. Будем лепить Горбатова. Пока вот так все оставляю, потому что Роман сказал, приедет 4 часа где-то. Пойду к нему, распилю все лобзиком. Несмотря на дождь, сейчас будет произведен акт. Это для чего? Для дерева? Это для дерева. Вот, попробуй. Можно посмотреть по линии? Да. Роман работает хэндименом. У него вот такая вот... Тебе, может, что, фотопакет дать? У нас есть всякой хрени тут полным-полно. Сейчас он мне даст эти штуки. Так, мне надо сколько? 4 штуки на каждую. Понедельник, день тяжелый. Начинается с того, что ехать надо на работку. Открывай давай ворота. Открывай ворота, Денис. Во Флорайдушке 16 градусов всего лишь. Очень холодно. Но мы не сдаемся. Кто-то звонит мне. Звонят, предлагают грузы, короче. Но я уже not available. Сорямба. Скачи, конь, скачи. В кого это я такой дальнобойщик, оказывается, вот в кого. Пока, пап! Пока-пока, давайте. Едем со скоростью 100 километров в час. Масло окей. Все жидкости окей. Все окей. Сейчас мне должна прийти еще моя благоверная, принести бумагу, которую надо распечатать на пикап. Ага. Так, мне ехать-то, между прочим, час 10 минут. Блин, пипец, я не успеваю. Вот у меня, видите, такой апгрейд, короче, стоит. Сюда воздух идет, сюда. И обдувает телефон, когда очень жарко. Всем пишу, что not available. О, идет. Поехал я вдали, далекие, да неизведанные, да черт не пойми куда. Попруся я. Хорошо отдохнул. Когда ты, короче, отдыхаешь, ты не зарабатываешь. Соответственно, когда ты не зарабатываешь, ты теряешь деньги. Когда ты теряешь деньги, это прямо... Я не могу вот так. Ладно, едем. Какой-то там Сент-Луис или что ли. Just happened.
Ты гребаный музыкант? Нет, братишка, я звукач. Возьми вот эти гребаные провода и привяжи их куда-нибудь, чтобы они не свалили. Увидимся в Сент-Луисе, братан. Пока. Несмотря на то, что во Флориде довольно прохладно, я все равно в шортиках. И хочу вам показать, видите, он какой водитель у РВшки сидит, мохнатый. Улыбчивый парень. Вон еще одна РВшка. И вот Dodge неплохой. Первая заправка у меня после с моего выезда, получается. Я около Орландо сейчас. Думал, еще там грузик не подхватить, но что-то пока все мимо. Поэтому я поеду в сторону Джексонвилля. И вообще хочу завтра доехать уже до Сент-Луиса, разгрузиться и двигаться в обратную сторону, ну куда-нибудь. Короче, вы поняли. Couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories. Доехал до Джексонвилля. Болдвин. Чтобы вы знали, это недалеко от Джексонвилля. Он там остался, в заду. В общем, первая у меня остановка на покушать. Я из дома, поэтому домашняя еда. У меня осталась картошка тушеная и 2 манта. Тушенка здесь продается, мы покупаем в Costco, 19,99, ну почти $20 за 4 банки вот такие вот. Очень вкусная тушенка, прямо огонь. Есть говяжья, есть свиная. Мы покупаем говяжью, да? Это говяжья и картошка. Кто-то скажет, это вот. Спасибо. Вот такая дешевая еда. Ты питаешься такой, блин, да она такая вкусная, мне так нравится вообще просто. Я готов ее есть там постоянно. Вот, наверное, так нельзя. Но, в общем, вот. Пока так. Сейчас покушаю и поеду дальше. Не буду ничего ждать, там никаких грузов. Полная шляпа, похоже, дело со всем этим делом. Вот, ну, ладно, так. Доброе утро, друзья. Вторник, второй день нашей работы. После отдыха, что могу сказать, подъехал почти к Атланте. Диспетчер взял, сказал лечь спать. И типа с утра будем играть еще грузики. Так я и сделал. Но мне еще ехать до конечной точки, до Сент-Луиса 9 часов, 9 минут. И здесь я остановился в 30 милях от Атланты. Поем кашку и потихонечку двину туда, в сторону Атланты. Будем смотреть грузики. Что-то как-то, может быть, что-то получится подобрать. Ну, а что бы и нет, как говорится. Денег осталось где-то $150 на все про все. Хреново, прям скажем. Но ничего страшного. Выберемся из этой жопы. Все будет нормально. Вот вы все время спрашиваете, как заработки на спринтере. Я вам честно скажу, у меня осталось денег прямо вот совсем мало. Ну вот на счету где-то $150. $150, и это чисто на бенз. Вот сейчас я сходил в Макдональдс, взял, у меня по бонусам было накоплено чизбургер какой-то там и кофе взял за капучино за $3.44, ну за $3.20, там, плюс налоги $3.44 получилось. Вот такой бизнес, друзья мои. Но это не значит, что у всех такая жопа. Вполне возможно только у меня, потому что... Ну, почему у меня нет денег? Потому что я потратился на страховку очень сильно. $1100 я заплатил за страховку. И в этом месяце были большие платежи там, по квартире и так далее. И поэтому вот я сейчас на нуле. Но я жду сейчас прихода денег, конечно же. Немного, но жду. И плюс вот сейчас я везу груз $800 за 1100 миль. Это по 0,7. Я выехал из Флориды. Владок, если ты меня смотришь, что знаешь, что это я мудила. Ты тут не виноват. Я чипарь. Вот. Поэтому такие вот дела. Вот чизбургер. Чик-чик. Буду кушать. Хотел подсоединиться к прямому эфиру Ширманова, но что-то он прекратил прямое вещание.
Такие вот дела, ребятки. Америка. Она такая. Она такая. Так, пока у меня есть время, давайте мы не будем просиживать его бездарно, а сделаем что-то полезное. Помните, у меня есть винч, да, лебедка по-нашему, которую мне надо пристроить. Пристроить ее надо вот, например, сюда. Нет, сюда нельзя, потому что здесь будет у меня кровать вставать, да. А вот сюда, например, можно пристроить ее, но опять мы не попадаем по ребрам, да, не попадаем по ребрам. Так, аппаратура. Ой, твою мать. Так, мне нужна, во-первых, стрепа одна для того, чтобы закрепить холодос. Я думаю, что тут достаточно будет вот этой стрепы маленькой, или не будет достаточно. У меня дома есть эти стрепы, которые мне бы подошли очень хорошо, но, естественно, я их не взял. Ладно, тогда используем вот эту стрепу. Подумаем, что делать с этим винчем, потому что куда его присобачить, я даже что-то ума не приложу. Интересно, что тут за аппаратура. Короче, ладно, надо будет подумать, что-то я, не подумавши, решил делать. Но в любом случае, холодос-то мы сделаем сейчас. И вот так вот. Так, так. Тут, соответственно, натянуть. Хотел планку сначала приделать, но планку израсходовал на крепление для кровати, поэтому планки у меня больше нет. Купить вторую пока не могу, нет денег, но как только будут, может быть, и куплю. Все, надежно. Надежно. Сейчас это свернем как-нибудь покрасивше. Более-менее надежно, но, по крайней мере, не улетит сюда к кровати, и то хорошо. С диспетчером мы договорились, что я сижу тут до 4:30 и валю в Сент-Луис, потому что, ну, ждать смысла нет никакого. Пока план Марка летит в трубу, но посмотрим, как будет. Видите, кашка у меня стоит. Столько, блин, всего надо купить. Ну, падла, ни на что нет денег, короче. Я уже добрался до Сент-Луиса. Было прохладненько. Ну, было не 0, но где-то плюс 5, там что-то туда-сюда. Но я, короче, спал незаведенный, все нормально. И проснулся, сходил, умылся, заварил себе кашки, как обычно. И вот сейчас уже подъезжаю к месту разгрузки этого замечательного оборудования. Вот, мне сказали, что в 9:30 надо там быть. Время сейчас 8:44. Да, 8:44, все правильно. И, соответственно, попробую сейчас прямо разгрузиться. Что-то никаких грузов пока нету. Ну, там выходили какие-то локалки, но ничего такого. Поэтому будем смотреть, что-то как. Страховка меня тут поддела хорошенечко. У меня страховка была $970, а сегодня списали $1400. Я просто охерел. Я ушел в минус по карте, чтобы вы понимали. Ну, написал страховому агенту, говорю, что за херня вообще? Что это такое? Ну, с такой страховкой, я не знаю, невыгодно ездить будет вообще. То есть, ну, никакого смысла. Ну вот, поэтому будем думать, что и как. Проблемы, видите, наваливаются. Вот это вопрос ко всем, кто хочет приехать, купить вэн и зарабатывать. Ребят, все не так просто. Все очень непросто. Поэтому, не знаю, я не знаю, что делать будем с этим. У меня сейчас денег вообще 0. Просто нет денег. Там $50 там, $50 там. Это заправится 2 раза. Я даже не знаю, куда это доехать можно. До Мичигана. Разве что. В общем, не знаю.
какие-то непредвиденные траты. Это все. Это я просто не знаю, что делать. Вот такие дела. Ну ладно, каша есть. Каша, завались. Будем есть кашу. Еще есть картошечка тушеная. Из дома осталась. Это просто жесть. Просто пипец. Ладно. Приехал, видите, Red Flag. Какой-то клуб, что ли, или что-то такое, не знаю. Пойду, короче, у них спрошу. Да-да-да. Пожалуйста. Хотели бы рассмотреть лонгбук из Луизианы в Вашингтон, Из Луизианы? штат. Из Луизианы? Из Луизианы, да. Так я в Сент-Луисе. Как я из Луизианы-то сбил? Ну, у нас там будет 100 миль пустых. В Ага. принципе, в 2-3 часа, если до пикапа доедем, ну, можем забрать. Вашингтон штат? Да, Вашингтон штат будет 2500. Я вам могу сказать, это недалеко от Такомы, ну, южнее Сиэтла. Южнее Сиэтла. Ну, $30 за все мили и поехали. А так, $30. да, не меньше. Я думаю, долларов здесь максимум можем попробовать. Ну, за $1 пусть кто-нибудь другой едет, я не против. Ясно, спасибо. Ага. На связи. Пожалуйста. Ага. Чтобы вы понимали, ехать в Вашингтон, ну и он нахер. Я уже ездил в Вашингтон, спасибо большое, накушался. За $1 пусть там кто-нибудь едет. На улице хорошо, не холодно вообще, чётенько. Hello, my name is Andrei. I have a delivery for you from Florida. Yeah, I'm here. Gate deliveries and artist lot in only. Okay, I will wait here. Мой наркоманистый друг. Почему-то мне кажется, он немножко наркоманит все-таки. Потому что когда я приехал, такой фан стоял у него. Говорит, подожди, пока сходи попей кофейку. Куда он мне предлагает сходить кофейку? В кафе сходить кофейку попить? Спасибо, конечно. Нет столько денег, чтобы кофейки расхаживать. Так, ладно, сейчас объедем этот квартальчик и заедем туда вовнутрь. Интересный квартал. Тут, видимо, какие-то эти все, как они, ну, которые не от мира сего, а которые такие творческие люди живут. Вот они. Что вот там происходит, например? Что вот те два мужика делают? Непонятно. Непонятно, друзья мои. Ладно, едем, встаем там. У нас есть кашка. Кашу поедим и будем смотреть. У меня такое ощущение, что как будто чири у меня хочет вылезти. Короче, я говорю, тут стою, а тут парковочный автомат есть. Но я открыл дверь, чтобы мой номер не был виден. Некрасиво так делать, да, наверное? Какие-то, видите, приехал автобус. Вон там, он стоит. С каким-то, видимо, какого-то артиста привезли. Сейчас посмотрим расписание, кто здесь выступает. Red Flag. Сегодня выступает какой-то Маммат. Короче, какой-то хер. Ну, нифига у них тут расписание. Нормально. Никого из них не знаю, правда, но тем не менее. Прикольно. Я бы сходил сюда. И вы не поверите, когда приехал этот автобус, короче, завоняло шмалью. Просто пипец. Воняет шмалью. Парень тоже, видите, приехал на бокстраке. А эти наркоманы долбаные никак отдуплиться не могут, открыться. Но вроде сказали в 9:30. Подождем, посмотрим. Со страховки звонили только что этот агент страховой. Я говорю, что за херня вообще? Почему так получилось? Но он говорит, эти дебилы, говорит, взяли, поменяли адрес. Там, зависит от адреса ваша страховка. Он говорит, ну что, говорит, как так получилось? Он говорит, вот мы не знаем, кто нам сказал поменять адрес. И мы типа поменяли. Он говорит, вы что, возвращаете обратно? Ну, вот, и сейчас типа ждем, когда они пришлют информацию обновленную. И отсюда уже, ну, следующий платеж будет меньше, чем обычно. Но, соответственно, эти деньги никто не вернет.
Вот, поэтому пипец, просто жесть. Загнали меня в минус, а сами сидят. Ну, так получилось. Ну, причем вот страховые в Америке, они такие говенные, вот прям вот такие. Абсолютные монополисты. Ни за что не отвечают, ничего вообще не делают. Просто, ну вот, не хочешь, не страхуйся. А не страхуешься, у тебя грузов у тебя не будет, вот и все. Так что, такие вот дела, ребятки. Ладно, ждем, когда эти отдупляться. Just back in this back alley here so we can get this big bus parked in here so we're not blocking the street. Where I can stay? Just back right in. I'll follow you. Where? And you're just gonna back up right in. I'm stay here, but somebody come from there, you can't stay here. We'll jump out really quick. We just need to get this bus parked in. I understand, but some guy, I don't know. Production manager. This is our employee parking. Maybe, yeah. Jump this van really quick. He's just gonna come and get Maybe, man. wherever you can go. Yeah, this is our employee parked out. I just gotta grab this shit out of it and he'll be out of here in 15 minutes. Yeah. Maybe we unload. No, it's fine to go right here for 15 minutes. He just told us. So I need to get my bus in here. I understand, but somebody come here and you can stay here. Stay here. Man in a tattoo. I don't know, man. It's probably a local. Yeah, it's. So you're good to go there for now. Yeah, he just said that you can go there because you're only going to be here for a few minutes to unload, right? I just need to get my bus out the street. You will be here? Yeah, right here. I'm going to be. No, you will be here. Yeah. If what this guy? What? Yeah, that guy. Talk with him. I just talked to him. He said it was fine. With this one, it's not problem. I can stay here, but. Yeah. No, видишь, он can't говорит. Я просто you can Yeah. I can stay here. Just park it. Yeah, I can stay here. Yeah, really? Yeah, like half hour. Oh, really? Я говорю, ну дебилы, а. Этот же хер пришел, который меня прогнал. Говорит, ну теперь ты можешь стать здесь. Да, все нормально, на полчаса. Я говорю, да серьезно что ли? Ни хера себе, вот это поворот. Yeah, this is just coming. Yeah. Oh, okay. Hey, I'm Fuji, by the way. Yeah, we're just coming from all over the place, so this came from my house. Yeah, no problem. Ждем good to go и едем. Алло, Алло, на Да. Джорджию интересно? на Джорджию куда? На Атланту. Чё почем? Чё кого? Пикап сегодня, доставка завтра. Две палеты, 48 на 40, одна, вторая 72 на 40. Ага. 675 груженными, 105 пустыми. Пикап сегодня в 4 по ЦСТ и доставка завтра на 10 утра по ЕСТ. 675 груженные, 105 пустые, повторюсь. Две палеты, общий вес 1100. Давайте по 0,9 поставим. Сейчас скажу, сколько это у нас загруженное, я правильно вас понимаю? Ну, давайте, да. 610. Давайте 650, чтобы для ровности счета. 650. Все, я поставил, вдруг что там знать. Да, спасибо. Да, спасибочки. Ага. Алло. Я забрал, дам информацию вам позже. Все так О. быстро прям. Ничего себе. Так Спасибо. что чуточку позже дам информацию. Сейчас все заполню и отпишусь вам. Хорошо, спасибо большое. Все, спасибо. Вот так вот. Раз и на Атланту груз забрал. Интересно. В общем, друзья мои, время 12 часов дня. За все время вышло где-то, может быть, 3-4 груза. Естественно, я ничего не взял, потому что все не по пути. Или время доставки там не то. И так далее. Короче, куча всяких дел. Куча всяких проблем. Так, 3/9. Брается, не брается. Ладно, не будем. В общем, поехал я на загрузку в сторону Иллинойса. Ехать мне до туда 2 часа, 98 миль. По дороге где-нибудь заправлюсь. Ну или там заправлюсь где-нибудь. Все равно денег нет, поэтому все нормально. Работаем.
Погодка шикарная. 72 по Фаренгейту. Ничего себе. Вот это да. В общем, в Сент-Луисе нечего делать. Ни мотоциклов, ни прицепов, ни грузов. Ничего здесь нет. Поэтому, если берете груз до Сент-Луиса, рассчитывайте, что вы поедете из Сент-Луиса пустым куда-нибудь. Потому что грузы тут прям выходит вообще фигня какая-то. Такие вот дела, ребятки. Ладно, едем дальше. Потихонечку, помаленечку. Друзья мои, что вы делаете, когда у вас нету денег? Наличка еще где-то 20-очка валяется. И вы такие, что же делать? Что делать? Куда потратить эти деньги? На бензин, может быть, оставить про запас. Лично я выбираю вкусно поесть. И поэтому я прямо сейчас направляюсь куда? Правильно, какой-то QQ Buffet. Это типа китайская, наверное, я так подозреваю, едальня. В каком-то вот этом маленьком городишке. Так что мы сейчас будем смотреть. Сходил в это кафе, буфет, перекусил, наелся, что говорить. Вышел на улицу, а тут, знаете, такое тепло, такое весеннее тепло, когда вот недавно было холодно, а вот сейчас тепло. Такая весна прямо, солнышко светит в глаза, так глазки закрываются, бабачки хочется. Все-таки во Флориду приезжаешь, там такая жара тропическая. А здесь, в Иллинойсе, жара такая, ну не жара, а вот тепло. Видите, еще снежок тает. Снежок тает, как будто у нас вот в апреле или в мае в России, да, вон там снег еще лежит, там снег лежит, но уже так солнышко пригревает, так хорошо, отдыхай. Вот. Ну а мы с Гогошкой поехали дальше, потому что осталось нам ехать час, загрузка в 4, приезжаем мы в 3 с копейками, загрузимся и поедем в славный город Атланта. Опять только приехали оттуда. Ой, смотрите, какой сидит охранник. Привет! It's funny. Смешной. Так что такие дела, ребятки. Поехали. Вкусно поел. За $14. За $13. Ой, пожалуйста, не залезу. А ведь будь я чуть поумнее, мог бы сходить в Walmart и там на эти $13 купить салатов, супов. Все просрал. Да и хер. Наконец-то меня загрузили. Оказалось всего одна палета вместо 2, но большая. Какие-то там ресиверы, короче говоря, стоят. Ну, такие штуки, которые воздух собирают. Я так понимаю, что это ресиверы. И я поехал. В итоге я приехал туда в 3 часа. Пришел к этому кучерявому парнишке. Говорю, ну что ты, братишка, меня загрузишь? Он говорит, у тебя будет готово только в 5 или в 6 часов вечера. Я говорю, ну окей. 5-6. Пойду, думаю, посплю. Как лег, как поспал. В 4:55 я проснулся. Думаю, так, пора идти на разведку. Пришел, смотрю, там ходит грузин. Весь такой на изжоге. Говорит, здорово, по-русски понимаешь? Я говорю, да, конечно. А я, говорит, грузин. Я говорю, да, я понял. А он до этого просто разговаривал по телефону с кем-то по-грузински. Я говорю, я был в Грузии, я знаю. Он говорит, да, вот круто там. И рассказывает мне, ты представляешь, говорит, потому что я не понимаю по-английски, он меня не грузит и смеется еще надо мной. Я говорю, да вряд ли, чего думаешь, там, что он тебя не грузит, потому что ты грузин, что ли, чего смеяться? Да нет, ты представляешь, он такой весь на нервах. Я говорю, да ладно, тебе успокойся, все нормально.
Я не думаю, что они тут... Ну, я думаю, что они просто в производстве еще не готовы. Он такой, ну ладно, типа там. Ну и все. Так поболтали с ним. О том, о сём. О вас, о них, про нас самих. И все, загрузил меня кучерявый парень. И вот я приехал на заправку, потому что у меня бензин вообще кончается. Денег у меня осталось $100 на карте. И поэтому мы поедем в режиме очень строгой экономии. Иначе мы просто не доедем. Ехать 654 мили. Это минимум 2 заправки. Это где-то по 50 баксов. Где-то 100 баксов у меня уйдет на заправку. Пипец, это прямо впритык. Если завтра мне деньги не переведут, то я буду просто курить бамбук. Просто пипец. Я уже молчу про еду. У меня есть морковка, есть каша. Есть у меня, кстати... Ух, чё себе как завелся. Есть у меня морковка, есть каша, есть дошираки. Так что не пропадем с голоду точно. Но ситуация так себе хреновая. Думал доехать до города Спрингфилд. Тот самый Спрингфилд, где меня тормознули первый раз за перевес. Он сидел еще. Короче, он только предлагает засунуть карту. Ну ладно. Пин я вам не покажу. Главное, не делайте отмену, а то... У меня там $40. Заправимся на всю катушку, на 40. И еще мне жена сегодня пошла работать вот так вот. Должно быть сейчас полегче, надеюсь. Выберемся из того говна, в котором мы находимся. Потому что ситуация просто пипец. Очень, очень плохая. Такие вот дела, ребятки. Еще я хочу в туалет, поэтому сейчас заправлюсь и пойду схожу на разведку. Что там да как. А еще я забыл кружку дома, с которой я наливал чаек, кофеек. Поэтому сейчас будем без нее пока обходиться. Вот вы хохочете, а у нас тут почти конец света. Видите, сеть только СОС. Я не знаю, только у меня такая штука, либо у всех, кто пользуется AT&T, не знаю. Но, в общем, сети нету, интернета нету. То есть никуда не позвонить, ни смс, ничего. Google работает в офлайн режиме, то есть, да, дорогу показывает мне куда-то там, но постоянно, короче, глючит его. Вот. Единственная связь, которая у меня есть, это я, когда подъезжаю к Макдональдсу, подключаюсь к Wi-Fi и что-то могу кому-то написать. Но и то только WhatsApp, либо там Telegram какой-нибудь, что-нибудь типа такого. Вот. А так связи нет. Пытался зайти на сайт AT&T, посмотреть, там, может, какая-то штука есть. Там. Пробиться туда невозможно, видимо, все пытаются туда зайти, короче, и вот такая жопень. Короче, апокалипсис сегодня в Америке, так что, не знаю, увидите ли вы когда-нибудь это видео, или так оно и канет в лету, так сказать. Ну, а пока я еду, Ну что, друзья, прошел целый день в замечательном городе, в пригороде, хорошо, Атланты. Я утром разгрузился, лег спать. Сеть не работала, телефон не работал, поэтому я спокойно проспал все. И в 12 часов уже проснулся. Думаю, надо что-то куда-то ехать. И поехал. Поехал на заправку сюда.
Играл грузы, ни хрена, короче, не отдали. Ни за $1, ни за 2. Ну, 2-то я не играл. Ни за $1, ни за 50 копеек. Ну, 50 копеек тоже не играл. Ни за $1. Не. Ни за $1, ни за там 70 копеек, ни за 80 копеек. Ни за сколько не отдавать. Ну и сейчас я решил, что сделать? Поехать на Pilot в 22 милях вон отсюда. Расстроился. Я не знаю. Гросс на этой неделе полное тоже говно. Рейд тоже полное говно. Все полное говно. Одно сплошное большое говно. Вот, поэтому я просто не знаю, что делать уже. У меня не хватает ни слов, ни эмоций, ни вообще не знаю. Просто я просто в шоке. Куда мы катимся, куда мы котимся. И вообще рынок в Штатах, я не знаю, февраль, может быть, он такой, там все будет нормально, я надеюсь на это, но сейчас полная жопа, короче. Вот такие дела. Повернул я не туда, надо было мне поворачивать в другую сторону, но видите, я невнимательно раз и поехал. Все. Сейчас развернусь. В общем, ребята, я не знаю, что делать. Я близок к отчаянию, но не сдаемся, все нормально. Пятница, развратница настала на моем пути. Короче, я заколебался сидеть и взял груз до Кентаки, город Луисвиль, 450 миль за $450. И поехал, короче. Насрал я на все, там какие-то длинные мили играли, что только не играли, ни хера, ничего никто не отдает. Машин стоит куча, поэтому поехал туда. Не знаю, к чему это приведет, как это все будет, но поехал. Hello, I have pickup from here. Get ahead, sir. А? Go ahead. Thank you. Какой-то завод, непонятно чего. Excuse me, sir. Shipping is here. You dropping something off or picking something up? Pick up. Pick up. Alright. Keep going around that way. Uh-huh. You'll see 2 loading docks there. That's receiving. Keep going past there. It's in the newer part of the building. There should be a big sign that says shipping on it. Thank you very much. Мне надо убрать кровать, чтобы загрузить этот груз сюда. О. Okay, thank you. This one? Yeah. Okay, can you load on back side here? Видите, какой модный чувак на трехколесном велосипеде. Приехал, все порешал. Чики-поки. Говорит, давай туда езжай. Сомневался что-то он, что можно в боковую дверь засунуть, но я-то знаю, что мы это сделаем, братишка. Конечно, сделаем эту херню. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Up. Yeah. Can you sign? Yes. I need your full print name, signature, and date, please. I get you sign right here for my This is your sign? Yes. I need you sign it right here for me. Yeah, sure. My No copy. problem. Okay. And I give you the top and I keep Yeah. No problem. Видите, как товарищ переживал, что у меня груз там еще один есть. Я ему показал, говорю, смотри, дружище, все чисто. Я тебя не обманываю. Ну что, я уже приехал в славный город Луисвиль.
где-то где-то рядом с ним, короче, нахожусь. И вот сейчас буду поворачивать уже на завод Ямамото, разгружать эти замечательные накладки на тормозные колодки. И все, подписывать бумагу. И грузов отсюда нет. То есть вообще их не было. В принципе, из Луисвилля не было грузов никаких. Меня это пугает до срачки. Так, поворот. Хоба! Опа! Вот так вот раз и все. Повернули. Прекрасно. И дороги, конечно, в этом вашем Кентаки такое себе. Впрочем, как и в Теннесси. Вот, сейчас думаю, что делать. Может быть, поехать на Pilot, там сходить в душ, принять ванну, выпить чашечку кофе. Шиппинг, ресивинг. О, это нам сюда. Как он там, венчик стоит, разгружается, что ли? Или он просто там стоит? Или он стоит там на загрузке? Мой груз забрал. Вот хулиган, вот хулиган. Ресивинг. Вот нам сюда. Так, а что братишка стоит у нас? Хоть покажу вам, что привез. Видите, эти штуки бракованные, что ли, не пойму. Where you gotta go now? Huh? Atlanta, Georgia. No, now I go to truck stop, Pilot maybe, Truck stop. truck stop, Oh, and wait next load. pick up more equipment, pick up more stuff. I don't know. Yeah. Today is Friday. Yeah, Off today. yeah. Maybe Oh, so you not go home? my home in Florida. Florida? Oh, so you stay running the whole week? Yeah, no whole week, month. Months? Yeah, of course. Man, I ain't know that. Damn. Come up here. Florida. Hey, It's fucking job. it's a joke, man. It's fucking job. Yeah. I think this job is better. Like this. Yeah. Все, брокер мне прислал, что good to go. А эти чуваки пока еще разбираются, что к чему там. Ладно, я поеду, конечно, на Pilot. Не буду ждать. Ну, не буду нигде здесь ночевать. Непонятно где в городе. Потому что хрен его знает, откуда будет груз. Будет ли он вообще. Большой вопрос. Сейчас приедем на Pilot, все уберем, приберем. И все. Поехали.